Здравствуйте. О COVID-19 мы так же, как и все, узнали в конце 2019 года. В нашем городе первый зарегистрированный случай был уже весной 2020 года. Больных эвакуировали в медкапсулах, а подъезды опечатывались. Мы в людные места особо не ходили. Всегда надевали маски, пользовались антисептиками. Так, в некоем страхе все прожили год. Миновал самый страшный штамм, и на его смену пришел штамм Дельта. Люди вокруг продолжали болеть, но основной пик пандемии уже спал. На пороге был 2022 год, и мы, как и все, готовились к его встрече. Но в начале декабря мы познакомились с Дельтой лично. Сказать, что это был ад, ничего не сказать. Температура 38, внутренний жар, бешеная одышка с безумной слабостью. Это когда пара метров кажется километровой дистанцией с массой привалов. Общие симптомы ОРВИ, конечно же, тоже присутствовали. Так было около 2 недель. Но одышка оставалась, общая слабость также присутствовала, но в целом организм шел на поправку. Встретив 2022 год и почти оклемавшись от дельты, мы немного расслабились. И напрасно. Ведь на смену дельте пришел очередной штамм – омикрон. По заявлению ВОЗ наименее слабый по симптоматике. Ну, это смотря для кого. Мы, не успев очухаться от дельты, подхватили и его. Омикрону было плевать, есть у вас антитела, нет у вас антител. Он был настолько заразным, что если вы с ним встретились, вы 100% его подхватили бы. К коже спины было просто не прикоснуться. Горло было как будто обожжено, душил кашель. Потом голос стал как у Джигурды. При этом тело очень сильно ломало. Снова одышка, снова утомляемость, снова температура 38. СЭС и поликлиника не давали покоя, трезвоня, исправляясь о состоянии здоровья. По истечении 10 дней симптомы так и не ушли, и температура держалась на отметке 38. Нужно было идти на прием. Поставив диагноз постковидный синдром, меня направили на КТ легких, которое пришлось ждать 2 недели. Также мне вручили кипу бумаг с гигантским количеством анализов, результат которых просто зашкаливал. А по результатам КТ была выявлена пневмония. То есть я болела ей уже более 2 недель, не зная об этом, общаясь с людьми, сидя в очереди. Результаты анализов на руках и снова очередь к терапевту. Этот день я не забуду никогда. Во-первых, в очереди пришлось ждать более 4 часов. Это с пневмонией и со всеми симптомами постковида. Во-вторых, это было 24 февраля. Все в очереди только и говорили о событиях этого дня в РФ. Попав наконец на прием, всех врачей внезапно вызвали на планерку, и пришлось ждать еще 20 минут, но уже сидя в кабинете. Из кабинета я вышла с увесистым пакетом бесплатных лекарств от пневмонии. Уколы, разжижающие капсулы, антибактериальные препараты, ну и витамины. Слава богу, поражение легких уже шло на спад и было около 5%. Через 10 дней интенсивного лечения от пневмонии и постковидного синдрома результаты анализов были почти в норме. Но был выявлен жесткий дефицит витамина D3, он был равен 16, при норме в нашем регионе и моем возрасте 60-70. Был выявлен периартроз плечелоктевого сустава обеих рук. Руки я практически не могла ни поднять, ни завести назад, ни в стороны. Максимальный угол подъема руки был примерно 60 градусов. Вкупе с этим остеопороз. Из-за дефицита D3 кальций в организме практически отсутствовал. Плюс 4 диагноза по сердцу 1 и 2 степени. Проблемы с памятью, сложность концентрации внимания, одышка, которая осталась до сих пор, ослабленный иммунитет.
Помимо всего этого, усугубились все симптомы хронических заболеваний. Не болел, пожалуй, только хвост, и то только потому, что его нет. Придя к выводу, что лучше меня обо мне никто не позаботится, мне пришлось серьезно изучить вопросы постковидного синдрома и восстановления. Изучив все досконально, я выработала свою собственную тактику восстановления, которую позже записали даже несколько врачей. Витамин D3 в ударных дозах, кальций, магний, омега-3, омега-6, спирулина, хлорелла, коллаген, гимнастика для рук, дыхательная гимнастика. Свое питание тоже пришлось поменять. Стала чаще добавлять семена чиа, киноа, амарант, грибы, яйца, клетчатку, белковые коктейли, кунжут, орехи, зелень. Эта схема питания помогла мне добиться хороших восстановительных результатов спустя год после болезни. Угол поднятия рук доходит почти до 180 градусов, вместо 60, как это было в начале. Синдром усталости почти отсутствует. Иммунитет стал крепче. Это был мой личный опыт и моя схема восстановления. Берегите себя и будьте здоровы!